В этом видео мы подробно поговорим про профессиональный металлографический инвертированный микроскоп Altami MET1S, который предназначен для исследования микроструктуры металлов и сплавов в отраженном свете при прямом освещении в светлом поле и поляризованном свете. MET1S является одним из самых популярных металлографических микроскопов в линейке нашей компании. Он отлично зарекомендовал себя в работе многих профильных предприятий и получил положительные отзывы от экспертов, использующих микроскоп в своей ежедневной деятельности. Штатив микроскопа изготовлен из отлитого под давлением алюминия и окрашен огнеупорной и износостойкой эмалью. В основании штатива установлены резиновые ножки, которые обеспечивают устойчивое расположение микроскопа. Диапазон увеличений микроскопа в стандартной комплектации от 50 до 2000 крат. С помощью дополнительной оптики можно расширить диапазон увеличений от 25 до 2500 крат. Бинокулярная насадка расположена под углом 45 градусов и имеет регулируемое межзрачковое расстояние. Механизм компенсации диоптрийной разницы глаз пользователя на этом микроскопе реализован необычным образом. Вместо диоптрийного кольца на одном из тубусов насадки диоптрийная подстройка имеется на одном из окуляров. В стандартную комплектацию входят 5 план-ахроматических объективов с увеличением 5, 10, 20, 50 и 100 крат. Дополнительно могут поставляться объективы с увеличением в 2,5, 40, 60 и 80 крат. Все объективы имеют увеличенные рабочие расстояния и обеспечивают четкость изображения по всему полю зрения. Объективы устанавливаются в пятипозиционное револьверное устройство, которое вращается на 360 градусов и оснащено механизмом точной фиксации объективов относительно оптической оси микроскопа. Стоит также отметить, что объектив с максимальным 100-кратным увеличением работает без иммерсионного масла, что значительно упрощает эксплуатацию микроскопа при работе с большими увеличениями. Altami MET1S имеет усовершенствованный предметный столик, позволяющий разместить и перемещать образец весом до 2 кг. Быстрое и плавное перемещение образца в двух плоскостях возможно благодаря коаксиально расположенным ручкам управления. Размер предметного стола составляет внушительные 242 на 200 мм с диапазоном перемещения 30 на 30 мм. В центр стола устанавливается один из дисков с подходящим диаметром рабочего отверстия 10, 20 или 30 мм. Также при необходимости на предметный стол можно установить зажим для фиксации объекта исследования. В стандартный комплект микроскопа включены широкопольные окуляры с увеличением 10 и 20 крат, а также 10-кратный окуляр со шкалой, что в сочетании с объект-микрометром позволит измерять различные элементы на изображении. В качестве дополнительных аксессуаров доступны окуляры с увеличениями 15 и 25 крат. Источником света в микроскопе является галогенная лампа мощностью 30 Вт. Положение нити накаливания относительно оптической оси микроскопа можно настраивать с помощью специальной системы позиционирования, а фокусировку луча с помощью встроенного коллектора. Яркость освещения можно плавно изменять при помощи регулировочного колеса, расположенного справа на нижней части основания микроскопа. Наличие регулируемых полевой и апертурной диафрагм позволяет настраивать освещение микроскопа по Келлеру. Для реализации освещения по методу поляризации микроскоп комплектуется набором из поляризатора и анализатора. В дополнение ко всему, для улучшения контраста можно использовать планку с 4 светофильтрами, которая устанавливается в специальное отверстие на штативе сразу после источника света. Для установки цифровых фото и видеокамер конструкции микроскопа предусмотрено 2 независимых оптических порта.
Один располагается с левой стороны штатива и имеет светоделение 100:0, а второй со светоделителем 80/20 находится за бинокуляром микроскопа. Распаковываем микроскоп и располагаем его на твердой и ровной поверхности. Устанавливаем бинокуляр в посадочное место, используя для этого шестигранный ключ. Вставляем окуляры в окулярные тубусы, предварительно вынув защитные колпачки. Аккуратно вкручиваем объективы в револьверное устройство. Устанавливаем круглую вставку в центр предметного стола и при необходимости вкручиваем прижим для объекта исследования. Монтируем корпус осветителя отраженного света на тыльной стороне штатива. Вставляем шнур питания осветителя в микроскоп и подключаем микроскоп к электросети. Включаем освещение микроскопа с помощью кнопки, расположенной на левой стороне микроскопа. Вращением колеса регулировки яркости освещения, расположенной с правой стороны микроскопа, устанавливаем яркость примерно на 80% от максимальной. Так как в конструкции MED-1S предусмотрены специальные оптические порты для вывода изображения на цифровые устройства, то необходимо установить делительные штоки обеих портов в положение, соответствующее передаче изображения на окуляры. Один из штоков находится с правой стороны за бинокуляром, а второй с левой стороны штатива рядом с ручками фокусировки. Обратное положение делительных штоков позволит передать изображение на подключенные цифровые устройства. При первоначальной настройке системы освещения микроскопа следует произвести центровку галогенной лампы. Для этого следует вывернуть один объектив из револьверного устройства и установить освободившееся отверстие в оптический путь. Кладем на предметный стол лист белой бумаги. Полностью открываем полевую и апертурную диафрагмы. При этом на листе бумаги должно появиться изображение нити накаливания. Если изображение нити накаливания нечеткое, то нужно настроить резкость вращением ручки перемещения коллектора, которая расположена с левой стороны корпуса осветителя. Если изображение нити накаливания не в центре светового пятна, то для ее центровки следует вращать две ручки, расположенные с правой стороны корпуса осветителя, до того момента, пока изображение нити накаливания лампы не окажется точно в центре светового пятна. Возвращаем на место выкрученный до этого объектив. После произведенной настройки положения галогенной лампы следует произвести центровку полевой диафрагмы. Для этого нужно установить объектив с 10-кратным увеличением в оптический путь микроскопа. Затем открыть апертурную диафрагму и закрыть полевую диафрагму. Если световое пятно находится не в центре видимого поля, то следует вынуть специальные пластиковые заглушки из отверстий рядом с диафрагмой и поворотом шестигранного ключа отцентровать диафрагму, наблюдая при этом в окуляры. После этого, при открытии полевой диафрагмы, граница светового пятна, сформированная полевой диафрагмой, должна совпадать с видимым полем. Устанавливаем объект исследования на предметный стол и при необходимости фиксируем его прижимом. Настраиваем комфортное межзрачковое расстояние на бинокулярные насадки. Для этого, взявшись за края насадки, подстраиваем положение окуляров относительно глаз, как при настройке бинокля. При необходимости выполнить компенсацию диоптрийной разницы глаз пользователя, следует сначала добиться четкого изображения при помощи механизма фокусировки, наблюдая в окуляр без диоптрийной подстройки, а затем наблюдая в другой окуляр, поворотом кольца диоптрийной подстройки следует добиться четкого изображения и в нем, не трогая при этом фокусировочный механизм. Выбираем объектив с наименьшим увеличением и устанавливаем его в рабочее положение. Вращением ручек грубой фокусировки подводим объектив почти вплотную к объекту исследования, внимательно наблюдая за процессом со стороны объектива. Затем, наблюдая в окуляры, обратным вращением ручек грубой фокусировки находим резкое изображение объекта.
При желании можно подстроить фокус вращением ручек точной фокусировки. Далее, вращением револьверного устройства выбираем объектив с большим увеличением и подстраиваем фокус ручками точной фокусировки. Чтобы при работе с объективами, которые имеют малое рабочее расстояние, избежать соприкосновения стола или препарата с поверхностью объектива, следует воспользоваться ограничителем вертикального перемещения револьверного устройства с объективами. Ограничитель также упрощает процедуру рефокусировки. Перед сменой рабочего объектива или объекта исследования установите фиксатор в рабочее положение и опустите револьверное устройство, чтобы избежать повреждения линз объективов. После чего можно без опаски вернуть револьверное устройство в прежнее положение ручками грубой фокусировки. Они упрутся в ограничитель хода. Затем останется лишь подстроить фокус ручками тонкой фокусировки. Имейте в виду, что ограничитель не действует при перемещении револьверного устройства винтами точной фокусировки. Жесткость хода фокусировки можно отрегулировать специальным кольцом. Регулятор находится между основанием микроскопа и винтом грубой фокусировки с левой стороны микроскопа. Чтобы перемещать объект исследования относительно поля зрения, пользуемся удобными ручками, расположенными справа от штатива. Верхняя ручка перемещает предметный стол в продольном направлении, нижняя – в поперечном. Для работы в поляризованном свете следует воспользоваться комплектом поляризации. Для этого нам потребуется поместить поляризатор и анализатор в слоты для их установки. Правильное положение указано стрелкой. Вращая поляризатор специальным кольцом, изменяется угол поляризации, что необходимо для установки углов среза световых лучей поляризатора и анализатора во взаимно перпендикулярное положение. Вращая круглую вставку стола, можно наблюдать изменения преломления света образцом или его частями, в зависимости от угла поляризации. Следует помнить, что эффект поляризации будет наблюдаться при таком положении анализатора и поляризатора, когда видимое поле будет максимально затемнено. Для подключения микроскопа к компьютеру с целью вывода изображения объекта на монитор, сохранения фото и видеоматериалов исследования, а также проведения различных измерений, необходимо установить цифровую камеру, поставляемую в комплекте с микроскопом, в один из двух предназначенных для этого портов. Для установки камеры в специальный оптический порт предварительно следует вынуть заглушку, ослабив крепежный винт. Далее плавно закручиваем C-mount адаптер на цифровую камеру и аккуратно вставляем в порт, закрепив конструкцию крепежным винтом. Подключаем устройство к компьютеру с помощью USB-провода и запускаем программное обеспечение Altami Studio. Ссылки на видео с активацией программы, а также с описанием базового функционала есть в описании к данному видео. В комплекте с микроскопом поставляется цветная CMOS-камера с разрешением 3 мегапикселя. Покупатель также имеет возможность укомплектовать микроскоп другой цифровой камерой с большим разрешением или другим интерфейсом, либо зеркальным фотоаппаратом Canon с байонетом EF. Для подключения фотоаппарата к микроскопу потребуется специальный оптический адаптер с байонетом Canon типа EF. Этот адаптер можно заказать отдельно в качестве дополнительного аксессуара и подключить к микроскопу MET-1S уже имеющийся фотоаппарат. При желании в работе могут быть задействованы оба порта одновременно. Они имеют независимое управление и позволят подключить два цифровых устройства захвата изображений, например, видеокамеру и цифровой фотоаппарат. Altami MET-1S – одна из лучших моделей на рынке цифровых металлографических микроскопов по соотношению цена-качество. Высококонтрастная план-ахроматическая оптика, цифровая камера с программным обеспечением в комплекте, максимальный комфорт при работе и другие неоспоримые преимущества делают Altami MET-1S наиболее предпочтительным при выборе специального микроскопа для металлографических исследований. Выбирайте Altami, подписывайтесь на наш канал
и следите за дальнейшими обновлениями.